Здравствуйте, друзья! Федерация фигурного катания России объявила состав сборной России на предстоящих Олимпийских играх в Китае. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Конечно, такое долгожданное событие не осталось без внимания в прессе. Татьяна Тарасова заявила, что считает данный состав сборной сильнейшим, но выразила сожаление о непопадании в него Елизаветы Туктамышевой. «Мне очень обидно, что не едет Лиза, но с этим поделать ничего нельзя. Коляда счастливчик. Лучше бы Лизе так везло», – рассказал Тарасов в интервью «Спортэкспресс». Ну а непопадание Евгения Семененко в состав сборной Татьяна Анатольевна назвала справедливым, если учитывать его плохое выступление на чемпионате Европы. Инна Гончаренко рассказала, что все хотели видеть на играх Туктамышеву, однако чемпионат России все расставил по своим местам, сделав Елизавету лишь первой запасной в составе сборной. Мария Бутырская заявила, что состав сборной верный, однако отметила, что стоило послать Елизавету Туктамышеву и Анну Щербакову на чемпионат Европы, как это было сделано в случае с Евгением Семененко и Андреем Мазалевым. Но так как этого не было сделано, Анна полностью заслуживает свою путевку на Олимпийские игры. Нина Мозер рассказала, что в целом согласна с окончательным списком, однако для нее куда интереснее узнать, кто будет выступать в команднике. Примерно так же думает и Алексей Ягудин, заявивший, что самое интересное – это состав на командный турнир, причем в каждом из видов. И особенно у мужчин, поскольку шансы на медаль в индивидуальном турнире, объективно говоря, ничтожно малы, рассказал Ягудин в интервью ТАСС. Ну а попадание Мазалева на Олимпиаду в нынешнем сезоне Алексей сравнил с попаданием Семененко на прошлый чемпионат мира. Александр Жулин заявил, что своим шансом, который предоставила Федерация Семененко, отправив его на чемпионат Европы, Евгений не воспользовался, поэтому Александр назвал итоговое решение Федерации справедливым, честным и правильным. Людмила Великова отметила, что очень хорошо относится к Елизавете Туктамышевой, но более молодые девушки сейчас явно сильнее. И единственный шанс фигуристки принять участие в играх заключается в том, что кто-то из основного состава получит травму, как это случилось, например, с Аленой Косторной перед чемпионатом России. Однако Людмила отметила, что не хотела бы такого развития событий. Марка Кондратюка и Андрея Мазалева, заслуженный тренер России, назвала фигуристами примерно одинакового уровня. И хотя они на бумаге выглядят слабее, чем сильнейшие фигуристы мира, но шанс у них может проявиться, так как Олимпиада – это особенный и зачастую непредсказуемый турнир. В целом большинство специалистов сошлись во мнении, что состав сборной на Олимпийские игры сильнейший и заслуженный. Отдельно хочу поправить высказывание Марии Бутырской, так как оно не совсем верное. Для начала чемпионат Европы – это не только отбор на Олимпийские игры, но и возможность выиграть титул сильнейшего фигуриста Европы. Федерация просто обязана посылать сильнейший состав. Или та же Трусова после второго места на чемпионате России должна смотреть по телевизору, как Туктамышева, которая заняла 7-е место на России, стоит на подиуме на европейском первенстве. Поэтому Туктамышева могла поехать только в случае отказа какой-либо фигуристки Хрустального. Как, собственно, и случилось у мужчин. Никто не отправлял бронзового призера чемпионата страны Мазалева на чемпионат Европы. Более того, исходя из списка участников на европейском первенстве, именно Семененко был фаворитом Федерации фигурного катания на попадание в состав в олимпийскую сборную. Однако отказ Михаила Коляды, сославшегося на небольшую травму от поездки на европейское первенство, позволило Мазалеву превратиться из запасного в основного. Если бы на чемпионат Европы поехали оба ученика Алексея Мишина, и Семененко, и Коляда, никакого очного соперничества на европейском первенстве не получилось бы, и состав сборной на играх у мужчин был бы совершенно другим.